Всем привет, с канала «Существует способ». В этой серии мы продолжаем изучать Таиланд. В предыдущей серии мы побывали в столице, в городе Бангкок. А сегодня мы отправляемся на один, пожалуй, из самых популярных туристических островов – Самуи. Сегодня нас ждет полное изучение достопримечательностей острова, начиная от пляжей и быта местных городков, заканчивая горными водопадами, каучуковыми фермами, храмами и многим другим. Поехали! Жарища просто вообще бомбическая, это 35 градусов, сейчас пик, 12 дня, и вот дядечка нас тут сейчас подобрал и провезет какое-то количество километров, мы пока не поняли сколько, потому что Connect на английском не задается, а тайского мы не знаем. Как настроение? Я немножко устала. Да? Но это из-за жары, очень жарко. Вот так только по тенечкам и спасаемся. От кондиционера до тенечка. Остановились нам две женщины. Решили привезти нас. Не побоялись. Взяли на борт и везут. Тут на самом деле очень сложно определить место, докуда едет человек. И мы просто типа говорим, нам прямо. И все, говорим, что нам в сторону островов Самуи. Они такие, ну ладно, да, нам туда же ехать. Просто предупреждаем, чтобы перед поворотом, когда они будут сворачивать, предупреждали нас. Ну и таким образом вот получается перемещаться. Еще один пикап за сегодняшний день. Только с закрытым кузовом. Но вполне себе комфортно. Ветерочек форточку задувает. Это самое главное. Остров называется Самуи. Отправимся мы туда на корабле. Вот он выглядит. Здесь есть и отдел для транспорта, то есть вы спокойно можете сюда на машине, на байке заехать и отправиться уже на своей машине на остров. Либо же, как мы, просто на своих двоих зайти. Здесь есть отделы для сидения, как внутри, так и снаружи, чтобы полюбоваться пейзажем. Сверху, в общем, каюты для пассажиров, а внизу переправляется транспорт. Вот даже фура сюда заехала. Легковушки, вон там люди отдыхают, прям машины. И вот такая красота здесь открывается. Думаю, что на островах будет еще красивее и чище. Мы с Леной продвинулись в нашем мастерстве автостопа. Мы договорились с мужчиной из Дании. Hello. Договорились с мужчиной из Дании на пароме. Мы застопили машину до города Самуи. Прямо на пароме. Кстати, вы там встретите человечка, который уже был в наших видео. Да, можете угадывать, писать в комментариях, да. Кто это может быть, кого мы встретим. Кто нас там ждет? Ребята уезжают. Максим и Саша. Может быть, они даже увидят это видео когда-нибудь. Спасибо ребятам, подвезли нас. Да. Ребята, у вас были предположения, к кому мы направляемся? А это Дениска. Приветики! Так, мы не на таком, наверное, опыте, чтобы втроем на... Так, хорошо. Сразу видно, что Денис уже тут прижился. Говорит, садитесь, втроем поедем на байке. Плюс два рюкзака еще. Что, как вам наш лук? Как вам мой? Все потому, что мы арендовали мотобайк, наше транспортное средство на сегодня. Вот такой вот аккуратненький мотик. На нем мы сегодня колесим. Остров Самуи находится в Сиамском заливе Тихого океана. Является частью тайландской провинции Суратани. Второй по размеру остров Таиланда после Пхукета. Его площадь 228 квадратных километров. Максимальная высота над уровнем моря 635 метров. Расположен он примерно в 700 километрах от Бангкока и 40 километрах от восточного побережья Южного Таиланда. Остров богат природными достопримечательностями, белоснежными песчаными пляжами, коралловыми рифами и кокосовыми пальмами. А добраться до него можно либо на автобусе и паромном сообщении, либо же сразу на самолете. На острове есть аэропорт.
Денис, расскажи. Это каучук. Каучуковое дерево. Его вскрывают, как березу. Каучук стекает, каучук собирают, и потом из него делают классные резиновые изделия и вспененные подушки. Для меня просто вообще глобальное открытие, это то, что Он мягкий. его собирают из дерева. Мягонький. Знаете, как у нас березовый сок собирают? Только здесь, получается, поставляют в мисочку, делают вот так же надрез коры, и стекает вот этот сок. А вкус пробовать не надо, очень горько. Да. И это ферма, ты говоришь, да, целая? Да. Ну вот по всему острову можно встречать вот такие вот классные локации. Такая вот красота открывается сверху на водопад. Сейчас напор на самом деле небольшой, потому что давно не было дождей. Вот, но когда проходит ливень, тропические ливни, они довольно-таки сильные, потом напор будет очень мощный. А мы сейчас попробуем подняться вот туда, в сторону ванн, в которых можно купаться и нырять. А вот здесь, вот в этих ванночках, сейчас будем как раз таки купаться. У-ху! Я понял, вот сюда, короче, надо. А то, как говорится, не знаю броду, не суйся в воду. Боится, говорит. В Афганистан не боялась ехать со мной. А в водопадик нырнуть нет, говорит. Ныряй один, мне это нафиг не упало. Поехали, говорит, Magic Garden по короткой дороге. Но вы сами знаете, как обычно с короткими дорогами бывает. Песок, камни и бездорожье. Тут какой-нибудь надо эндуро брать для бездорожья. Это увлекательный был аттракцион. Здесь очень крутые горки, мне очень страшно. А он, Миша, еще ерничает, он песни поет. На смотровую, получается. Это самая главная смотровая? Самая центральная точка. Центральная точка. Крутяк. Она располагается на территории какого-то храма, и поэтому туда въезжать нам не разрешено. Идем пешком. А вот эта площадка как раз есть, таки смотровая, да? Наверх. Вот слышите, вот этот звук такой отвратительный, как будто бы электричка только двигаться начинает, или ну что-то связанное с электричеством. Так это просто насекомое сидит вот на этом дереве. Не знаю, что за вид насекомого, но вот именно оно и источает вот этот неприятный звук. И передвигаясь по острову, постоянно натыкаешься на этих насекомых. Докладываем о происходящем. Мы оказались в облаке. Пришли на смотровую, на центральную точку. Вся смотровая и комплекс вот этот храмовый, они наполнены все различными статуями и скульптурами. Здесь вот Будда, здесь лежачий Будда и еще множество вариаций Будд. Вот. Вот там у нас кто? Напомни мне, Лена. Ганеш. Ганеши, да, Ганеши вот там отдыхает. Но, к сожалению, этот храмовый комплекс является недостроенным. Непонятно, по какой причине недостроен, но сейчас он в таком запущенном состоянии. Но людей зато здесь не очень много. И можно сюда прийти и спокойненько погулять, посидеть, расслабиться. Здесь же на территории комплекса находится и музей. Причем с такими очень старыми вещами. Здесь какие-то фрагменты колоколов, тоже статуэтки все различные, патефоны, часы старинные. Какой-то здесь, видать, покупатель старинных часов собирал все это. По-моему, в каком-то видео уже рассказывали вам про лиановые деревья, но мы узнали, что вот это вот они пускают корни. Лианы — это, по сути, корень дерева. Вот. И таким образом оно, получается, разрастается в разные стороны, сбрасывая свои корешки. Они достают до земли и начинают приживаться. Вот. Мы, например, раньше этого не знали, до тех пор, пока не побывали в Индии. По-моему, в Индии мы узнали, да. Ну, интересно.
Для хроники. Буквально за пару минут до заката мы успели приехать на бережок, чтобы полюбоваться этой красотой. Пляж здесь вообще прям фантастика, реально. Море чистое, песочек меленький, людей немного. Вот. Классно? Довольна? Очень. Очень популярная тема в Тае – это ночные рынки. Прям с вечера организуются вот такие вот палатки, в которых продают все различные вкусняшки, что-то готовят, прям вот палатки со стритфудом. И попробовать можно реально много чего. И на них вполне себе нормальное явление, что могут вот стоять ребята и играть музычку. Парень стоит с гитарой и сам подзарабатывает, и людям приятно. Можно сесть, покушать здесь под живую музыку. Здесь даже вот колонки вывезены. Смотрите, какое еще здесь местечко интересное есть. На юго-востоке располагается. Называется он Дедушка и бабушка, да, он называется? Но... Давай, Лена, говори, что у тебя там на уме. Ну, каменный прибор там, в общем-то. Многие видят здесь. А здесь еще есть и что-то женское, да, связанное с женщиной? Я не знаю, что это такое. Ну, там какие-то камушки, да. В общем, место мужской и женской силы, давайте так его назовем. Все потому, что здесь камни довольно причудливой формы. Особенно вот тот, торчащий вверх. Удивительно красиво, потому что здесь совершенно нет песчаного пляжа. Вот здесь вот какая-то бухточка вообще. И все из таких вот прямых плоских камней, выступающих из воды. Очень красиво. В общем-то, да, все берега, которые находятся на острове Самуи, они отличаются друг от друга. Где-то будет прям белый песок, где-то желтый, где-то вот такие вот камни, где-то даже рифы, где-то круглые камни. Ну, то есть прям разнообразие. Причем с каждой стороны все будет отличаться. Хотелось бы еще показать вот эту вот лавочку волшебную, в которой делают просто изумительные Смузяшные. смузи. Смузяшные. Смузяшные, да. Короче, здесь подходишь, выбираешь фрукт, вот прям берешь его и даешь, и они тебе из него делают офигенные смузи. Мы еще не показали, смотрите, здесь есть большой ананас, а есть его детеныш, который помещается прямо в ладошку. Возникла у нас вчера идея поехать на остров Панган, который располагается в 14 километрах от острова Самуи. И что вы думаете? Мы выехали, встали ради этого в 7 утра. В 7? 7:30. 7:30, да. Встали ради этого в 7:30, помылись, собрались, проехали 20 с лишним километров для того, чтобы попасть на паром. И, оказывается, парома-то и нету. В 8 утра. Или во сколько? В 9 он должен был быть? Да, в 9. На 9 утра парома не было. Говорят, приезжайте в 12. И нам ничего не осталось, кроме как ехать и загорать. Но это мы знаем, что это Лена нагадала. Потому что у нее загар-то неравномерный, надо позагорать побольше. Так что никакого вам пангана пока
не загорю. Нашли такой прям тихий, уютный пляж. Вообще никого здесь нету практически. Несколько людей. Песочек беленький, ну такой. Прям меленький. Классно. Тихо, штиль. Еще интересный факт, то что вот наши арендованные байки, их можно прям взять с собой. То есть на них прям переправиться, чтобы там не снимать, не арендовать ничего. Естественно, это, конечно, подороже выходит, чем просто с человека. Но у нас... Официально нельзя этого делать. Ну официально нельзя, но... Как бы официально здесь и без прав нельзя ездить. На секундочку. Вот. Но, как говорится, острова — это места возможностей. Вот. И да, мы сейчас погрузим байки, и чтобы там не снимать по новой, мы будем кататься прямо на них. Билеты нам вышли на 700 бат, ну, где 1400 рублей на троих, вместе с двумя мотобайками. И мы въезжаем на паром. Здесь существует. А? Кто-то что, вон это самое. Билетики сейчас проверят. Да, тут проверяют билетики вот так вот на въезде. Которые не потеряли. Пока еще не потеряли. Зентина. Что, поехали? Поехали. На этом серия подошла к концу. Благодарим за просмотр и напишите в комментариях, хотели бы вы отправиться на остров Самуи, или может быть вы уже посещали его. А в следующей серии мы отправляемся еще в несколько курортных районов Таиланда. Остров Панган и провинцию Краби. Посетим рыбацкую деревню, поныряем и посмотрим живой коралловый риф, каменные пляжи и пляжи с белым песком. Узнаем, как работает водное такси и еще многое-многое другое. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Поддержать нас можно донатом, все реквизиты в описании под видео. И отдельная благодарность спонсору нашего канала Sun Studio, нашему другу Алексею Черепанову. До скорого!